Обмен. Согласно статье 1538 Гражданского кодекса Испании, это договор, по которому одна страна обязуется передать вещь в обмен на другую вещь в другой стране. Несмотря на то, что эта статья не лимитирует вас обменом недвижимости, мы сегодня поговорим об обмене недвижимости на территории Испании. Обмен недвижимости в Испании может состоять как в обмене квартир, так и в обмене земельных участков. В чем преимущество? Основное преимущество в том, что вы не задействуете денежные расчеты. Например, вы можете обменять земельный участок, собственником которого вы являетесь, на 2 квартиры в доме, который будет построен на вашем участке, возможно, с доплатой. Если недвижимость является неравнозначной по стоимости, можно сделать обмен с доплатой. Обмен на территории Испании называется пермута и регламентируется только Гражданским кодексом. Налогообложение. Поскольку это 2 независимых приобретения, то в обоих случаях сторона А и сторона Б должна будет оплатить налог на переход права собственности. В данном случае в обмене нет стороны покупатель и продавец, есть сторона А и сторона Б. Например, собственник квартиры в Мадриде, который хотел бы переехать на море, и собственник квартиры у моря, которому непременно нужно переехать в Мадрид, могут договориться об обмене жилья. Необходимо в этом случае проверить все обременения на данные объекты. Поскольку в этом случае не задействованы денежные расчеты, и если квартира находится под обременением, то есть с ипотекой, в этом случае это трудно будет сделать, потому что сперва вы должны оплатить ипотеку. Но поскольку нет денежных расчетов, то есть в этом случае фактически, если мы говорим об обмене жилья, то недвижимость не должна иметь обременений, должна быть свободной от обязательств. Только в этом случае вы можете сделать равнозначный обмен. О налогах мы сказали, о налогах, что поскольку страна А и страна Б это приобретает недвижимость, то есть должна оформить налог на переход права собственности, да, ИТП налог. Также обе стороны в этом случае должны будут понести расходы нотариальные расходы и регистрационные расходы, потому что фактически один приобретает право собственности и другой приобретает право собственности, поэтому расходы несет каждый со своей стороны. Что вы избегаете в этом случае? Да? То есть вы можете выставить свою квартиру на продажу для того, чтобы продать и купить в другом месте или побольше, или поменьше. Что вы делаете? Вы выставляете ее на продажу с возможностью пермуты, с возможностью обмена. И человек, который тоже ищет такой же вариант, может с вами связаться и заключить договор. Таким образом, возможно, вы не ждете, что ваша квартира когда-то будет продана, потому что процесс продажи тоже может затянуться. Это параллельный процесс. Вы можете выставлять на продажу, потому что вы все равно должны дать оценку своей квартиры. Да? Что это? Это либо вы заказываете независимую экспертизу оценочную, либо вы можете прибегнуть к valor de referencia, да? То есть это стоимость, которая определяется администрацией. Поэтому здесь есть несколько вариантов. В любом случае, ваш обмен должен быть равноценным. Если нет, то это тогда будет обмен и доплата. Стороны в договоре обмена могут быть как резидентами, так и нерезидентами. Касательно налога, помимо того, что вы должны будете оплатить налог на переход права собственности, каждая из сторон должна будет оплатить налог плюс валия. То есть это налог на увеличение стоимости, который рассчитывает муниципалитет.